Город не принял его сразу. Когда он только переехал с 2 сумками, в старой куртке, пропахшей дымом и сосной, соседка с 3-го этажа, тетя Галя, окрестила его дикарем. Другие смотрели с осторожностью. Одинокий старик, мало говорит, рано встает, иногда уходит в парк на несколько часов и возвращается с ветками, шишками и странным, уставшим взглядом. Он жил на 8-м этаже, бетон, стекло, гул лифта и запах краски на лестничной площадке. Все было чужим. Но он терпел. Город предложил ему удобство, тепло, асфальт под ногами, горячую воду по расписанию, магазины на каждом углу и одиночество, которое не мешает никому. Он пытался влиться. Зашел как-то в библиотеку, взял книгу о биологии леса, больше для привычки, чем из интереса. Однажды даже заговорил с продавцом в лавке у дома о погоде, но разговор был натянутый. Люди в городе не смотрят друг другу в глаза. Смотрят в телефоны, в витрины, в асфальт. Это было ему непонятно. Там, в лесу, каждый взгляд значил что-то. Каждое движение, каждый звук был важен. Он прожил в лесу почти 50 лет. Родился в деревне, потом лесничество, охота, рыбалка, зима за зимой, весна за весной. Он знал каждый ручей, каждое дерево, каждый звериный след. Лес был не просто домом, он был продолжением его самого. Там были его годы, его тишина, его боль и покой. Но все меняется. Когда дорогу к избушке начали разрывать трактора, проложить трассу, он понял, что пришло время уходить. Лес сдался. Или, может, это он сдался. Он не стал бороться. Просто собрал вещи и уехал в город, где ему выделили квартиру по социальной программе для пенсионеров. Городской лесник звучало даже абсурдно. Прошел год. Он просыпался по привычке с первыми лучами солнца, хотя за окном не пели птицы, а гудели моторы. Пил чай с чабрецом, который привез в мешочке с собой, смотрел на город через окно. Машины, люди, дымка, равнодушие. Временами казалось, что сердце забывает, как стучать в таком воздухе. И вот однажды, ранним утром, он услышал вой. Сначала еле различимый, будто из памяти. Но вой повторился. Ближе, громче. Он подошел к окну и застыл. Внизу, возле подъезда, стояли волки. 5, 6, может, больше. Они не скрывались, не прятались в тени, они стояли открыто, среди бетонных коробок на асфальте. Их глаза были направлены вверх на его окно. Он не поверил сначала. Думал, галлюцинация, старость, усталость. Но вой повторился, и он понял, это они. Те самые. Его стая. Он узнал их по глазам, по осанке, по взгляду, в котором была тоска. Они пришли не как звери. Они пришли как семья. Просили, ждали, звали. Соседи в панике. Кто-то кричал, кто-то вызывал полицию. Но волки никого не трогали. Только сидели и выли. Им был нужен только он. Он оделся молча. Та же старая куртка. Те же ботинки. Взял рюкзак, где уже давно лежали вещи на случай возвращения. Он не закрыл дверь. Просто вышел. Когда он вышел из подъезда, они расступились. Один подошел ближе, старый серый вожак. Потерся о его руку. Он положил ладонь ему на лоб. И пошел с ними. Сквозь улицы. Сквозь город. Никто не осмелился остановить его. Люди стояли на тротуарах, снимали на телефоны, переговаривались в недоумении, но никто не сделал ни шуга, потому что в этот момент он был не человеком. Он был кем-то большим. Тем, кто принадлежал лесу. Стая вела его до самой окраины. Через рощу, через ручьи и канавы. И вот, когда за спиной остался последний фонарь, он вдохнул полной грудью. Лес еще дышал. Он не умер. Ветви склонялись к нему, как к другу. Птицы приветствовали его пением. Земля под ногами снова отзывалась. Волки молчали, теперь не нужно было слов. Он поставил палатку на старом месте, где когда-то стояла его избушка. Он разжег костер. И впервые за долгое время почувствовал себя живым. Город остался позади. С его шумом, правилами, одиночеством среди тысяч людей. А здесь был он, лес, и те, кто не забыл. Стая растянулась у костра. Они знали, он вернулся не на день, не на ночь. Он вернулся навсегда.
И, может, именно в этот момент, впервые за всю свою жизнь, он понял, что дом — это не место. Дом — это те, кто зовут тебя, когда ты теряешь себя.